С начала войны на Россию один за другим были наложены 12 пакетов санкций. Закономерно, что самый частый вопрос, который задают экономистам вот уже почти 2 года, про прогноз. Как будут действовать санкции на российскую экономику? И самый частый ответ – мы не знаем. Таких масштабных ограничений на такую большую страну никогда не налагали. Сегодня часть последствий для экономики России стала очевидна. И все же просчитать долгосрочные эффекты от санкций пока сложно. Но можно получить некоторое представление, вспомнив историю Ирана, страны, которая под санкциями уже более 40 лет, и посмотрев, как ее экономика адаптировалась к ограничениям. Прежде чем начнем, скажу, что мы сегодня в отличном этом зале во Франкфурте, и вечером у нас тут будет живое выступление. Если вы во Франкфурте, покупайте билет или приходите прямо в зал, тут тоже можно билет купить. Это около станции метро площадь Вилли Брандта. Ну и на этой неделе еще мы будем в Париже, потом Рига, Таллин, Цюрих и Милан. Так что приходите на наши живые выступления. Ну все, начинаем. Иран – страна с огромным потенциалом, с образованным населением и занимает 3-е место в мире по запасам нефти. Это почти 10% всей нефти на планете. Владеет 15% всех мировых запасов газа, имеет выход к Каспийскому морю и к Индийскому океану через Персидский залив. В общем, у Ирана были все шансы быть богатой и процветающей страной. Но геополитические амбиции и вражда с демократическими странами подвели Иран под санкции и обеспечили его экономике постоянные проблемы. Первые санкции против Ирана были введены, когда во время Исламской революции было захвачено американское посольство в Тегеране. До 1979 года страной правил шах Мухаммед Реза Пахлеви, носивший титулы «Солнце ариев» и «Царь царей». Режим шаха, с одной стороны, боролся с бедностью, строил институты, в том числе провел реформы избирательной системы. В страну пришел иностранный капитал, активно проводились индустриализация, начался экономический рост. Иран был надежным союзником Соединенных Штатов во внешней политике. И сейчас в это трудно поверить. До 1979 года Иран был единственной исламской страной, которая поддерживала дружеские отношения с Израилем. С другой стороны, правительство шаха Пахлеви было предельно коррумпировано, и реформы, призванные улучшить жизнь самых бедных, часто ее только ухудшали. Нефтяной бум привел к инфляции, попытка сделать крестьян собственниками сельхозугодий обернулась созданием крупных агрохолдингов. В итоге людей буквально сгоняли с земли, на которой они жили столетиями. В стране сформировалась оппозиция, самая разнообразная, и сторонники демократии, и исламисты, и левые марксисты. Шах же не придумал ничего лучше, чем запретить все партии, кроме партии власти, и организовать охоту на политических оппонентов. Их сажали, убивали, высылали и пытали в застенках спецслужб. Всех, кроме одной единственной оппозиционной группы. Шах все же не решился пересажать священников, которые, опираясь на самые бедные и недовольные правлением шаха слои общества, стали самыми ярыми противниками его режима. Революция началась в январе 1978 года в городе Кум, где студенты духовных училищ вышли на демонстрацию, чтобы выразить недовольство клеветническим материалом об их духовном лидере Рухале Хамини в государственной газете. Власти, конечно, никак не могли позволить студентам провести акцию и спокойно разойтись. Почему-то авторитарным режимам не удаются такие трюки. Демонстрацию расстреляли. Погибли несколько десятков человек, но акции протеста продолжились в других городах. Эти выступления были направлены против шаха Пахлеви и его коррумпированной администрации. А еще против иностранцев, которые, как считали многие иранцы, скупили всю страну, забрали себе всю нефть и тем самым ввергли народ в нищету. Вскоре стало ясно, что шах теряет власть. Тогда он обратился за помощью к Соединенным Штатам и даже попытался представить дело так, будто протесты устроены советскими агентами. Почему-то теряющие власть диктаторы и автократы всегда убеждены, что против них протестуют не просто так, а по шпионскому заговору. В итоге президент Джимми Картер не решился помочь одиозному лидеру. Слишком часто американские СМИ писали, что он нарушает права человека, в том числе право на жизнь. Так что шах предпринял стратегическое отступление к аэропорту, где сообщил прессе, что скоро вернется, а премьер-министру, что оставляет Иран на него и на Аллаха, и улетел навсегда. В тот день на улицах Тегерана был настоящий праздник. Через некоторое время шах Пахлеви въехал в США для лечения. У него была обнаружена лимфома. Новость об этом привела к новому взрыву антиамериканских настроений в Иране. В Тегеране тысячи протестующих собрались у посольства США, требуя выдачи бывшего правителя Ирана.
А группа студентов-мусульман решила защитить честь своей страны. 4 ноября 1979 года во время протестной акции ее участники снесли ворота посольства и захватили здание со всем персоналом. Протестующие предложили обменять дипломатов-заложников на шаха-беглеца. Нужно сказать, что в ситуации, когда граждан демократической страны берут в заложники, правительство этой страны оказывается в очень сложной ситуации. Общество требует срочных и решительных мер. Правительства не дают забыть об этой проблеме ни на минуту. СМИ будут писать о ней и через месяц, и через год. Политическое будущее руководства страны прямо зависит от того, получится ли вернуть заложников. Поэтому правительство США предпринимало все доступные меры, даже пытаясь освободить своих граждан силой, но неудачно. Первым делом были арестованы все активы Ирана в любых банках, подпадающих под юрисдикцию США. Запрещены любые торговые и финансовые операции между странами, разорваны дипломатические отношения. Это ударило по экономике Ирана, но поначалу произвело совсем неожиданный эффект. Революционные массы сочли ограничения своей победой. Мол, наконец-то страна вырвалась из-под американского влияния. Больше года правительство Ирана колебалось между двумя желаниями – вернуть шаха для расправы или вернуть активы. Однако в июле 80-го года бывший шах умер, и основное противоречие разрешилось само собой. В 81 году, через 444 дня после захвата, заложников освободили. В обмен США сняли санкции и обязались не вмешиваться во внутренние дела Ирана. В моменте казалось, что проблема урегулирована. Но отношения между США и Ираном больше никогда не были хоть сколько-то дружественными. Все разногласия разрешались новыми и новыми санкциями. Иран живет под санкциями уже больше 40 лет. Формально это так, но если начать разбираться, можно заметить, что санкционное давление нарастало постепенно. Часть санкций была спровоцирована Первой войной в Персидском заливе. Ее вели Иран и Ирак с сентября 80 до августа 88 года. Война началась с агрессии Ирака, которому показалось, что революция и внутренний конфликт в Иране – отличное время, чтобы разрешить старый территориальный спор. Первые 2 года война шла на территории Ирана, но потом он перехватил инициативу, выбил противника за свои границы и продолжил боевые действия на территории Ирака, где обе стороны увязли в позиционном противостоянии на целых 6 лет. О степени ожесточения сторон говорит тот факт, что только от взаимных ракетных обстрелов городов погибло больше 20 тысяч гражданских. Обе армии не жалели ни своих, ни чужих, использовали химическое оружие, привлекали детей в качестве солдат. В общей сложности потери убитыми с обеих сторон достигли 700 тысяч человек. Победителем не вышел никто. И вот в самый разгар войны в 1984 году США объявили Иран спонсором терроризма. И ввели, во-первых, запрет на выдачу кредитов, а во-вторых, эмбарго на продажу любого оружия. В 1987 году США повторно запретили любую торговлю с Ираном гражданам и организациям под своей юрисдикцией. У Ирана, конечно, все равно оставались возможности и для получения кредитов, и для продажи нефти, и для покупки оружия. Во всяком случае, СССР, Китай, Северная Корея и ряд других стран были готовы продолжать сотрудничество. Вот только график изменения ВВП Ирана показывает, что длительный, более чем 5-летний тренд на снижение начался именно после того, как США ввели ограничения. С 1986 по 1993 год ВВП на душу населения сократился почти вчетверо. И это была настоящая катастрофа для экономики. В дальнейшем график изменения ВВП по годам все так же демонстрирует аномальное падение после введения новых санкций. В 1995 году к санкциям против Ирана присоединилась, не поверите, Россия. Она заморозила поставку вооружений. Но к тому времени мир начал понемногу забывать драматичную ситуацию с Ираном. Революция, война и захват американских заложников стали историей. Новых санкций не вводилось, к старым бизнес уже адаптировался, и экономика Ирана постепенно пошла расти. И тут в нулевых годах Иран предпринял попытку возобновить ядерную программу и начал работы по обогащению урана. Ядерная программа Ирана появилась еще во времена Шаха. В 50-е и 60-е годы страна начала развитие ядерной инфраструктуры и присоединилась ко всем договорам и организациям, которые регулировали эту сферу – к МАГАТЭ, договору о запрещении ядерных испытаний и договору о нераспространении ядерного оружия. США делились с Ираном технологиями и материалами. Франция готовила инженеров и ученых. В 1974 году был утвержден план развития атомной энергетики Ирана, целью которого было строительство атомных электростанций и 23 атомных реакторов. После революции новое правительство свернуло проект, и из страны уехали почти все специалисты, и иностранные, и местные.
Какое-то время казалось, что аятоллы не будут трогать эти шайтан-технологии, но через несколько лет после революции руководство Ирана вернулось к идее о суверенной ядерной программе. Американское технологическое оборудование было теперь недоступно, и Иран обратился за помощью к Китаю, России, Швейцарии, ФРГ и другим странам. Россия и Китай согласились поставлять свои технологии, причем Россия заключила соглашение о строительстве для Ирана первого блока атомной электростанции. В то же время многие правительства выражали беспокойство, что на базе мирного атома может быть создано ядерное оружие, а США в 2003-м прямо обвинили Иран в том, что он ведет такие работы. Все нулевые и начало десятых годов прошли в попытках инспекторов МАГАТЭ выяснить, как далеко Иран продвинулся в своих работах по обогащению урана. Россия то поддерживала Иран, то призывала его отказаться от создания технологии полного ядерного цикла. Иран то позволял осматривать свои объекты, то выдворял инспекторов из страны. Разные государства и даже ООН налагали на Иран различные санкции и предлагали их снять в обмен на отказ от ядерной программы. Иран продолжал утверждать, что всего лишь хочет мирно строить электростанции и обеспечивать их топливом, а о ядерном оружии и не думает, потому что это будет противоречить его религии и культуре. Но в то же время угрожал выйти из договора о нераспространении ядерного оружия. В 2011 году МАГАТЭ опубликовала отчет, из которого следует, что Иран стоит на пороге возможности создания собственного ядерного оружия. В 2012 году Франция и США даже угрожали Ирану войной, а Австралия и Япония заявили о готовности к ней присоединиться. Иран же упорно продолжал обогащать уран. В 2012-2013 годах были введены санкции против корпуса стражи исламской революции, Центробанка Ирана и иранской валюты, реала. А еще Иран отключили от SWIFT. Обычно в такие моменты автократии не стоят в стороне, а начинают самостоятельно разрушать свою экономику. Так поступило и руководство Ирана. Оно зачем-то ввело ответные санкции и перестало продавать нефть в США, Великобританию и Евросоюз. Давайте еще раз взглянем на график изменения ВВП Ирана. Совместными усилиями санкций и антисанкций в 2012 году ВВП Ирана начал падать и продолжает снижаться и сегодня. За 10 с небольшим лет ВВП на душу населения сократился более чем вдвое. Это немного отрезвило правительство Ирана. В 2015 году между шестеркой стран – США, Китай, Россия, Великобритания, Франция и Германия – и Ираном была заключена ядерная сделка. Иран согласился отдать большую часть обогащенного урана для хранения за границей и допустить инспекторов МАГАТЭ на 20 лет. Договор предполагал, что за это ядерные объекты в Иране не будут демонтированы, а санкции начнут постепенно снимать. Это послабление обеспечило экономике Ирана 2 года бурного роста. Но в 2018 году агенты Моссада выкрали архив иранской ядерной программы, согласно которому целью проекта было создание 5 боеголовок и системы доставки к цели. Вскоре после этого США вышли из ядерной сделки, и санкции были возобновлены. Вплоть до настоящего момента санкции на Иран налагаются, продляются, временами ослабляются, но потом возобновляются. А число государств, которые к ним присоединились, растет. Санкции превратились в гибкий механизм давления на Иран, про которые всем затронутым странам известно все. Способы обхода их ограничений и способы не дать их обойти, степень их влияния на экономику и пути, чтобы это влияние минимизировать. Санкции стали настоящей экономической удавкой для страны, но правительство Ирана не сдается. В 2010 году они придумали, что у них не экономическое бедствие вследствие рационального госуправления и агрессивной внешней политики, а только, слушайтесь, экономика сопротивления. И вообще промысел Божий, благодаря которому страна подготавливается к росту и развитию. Просто поразительно, но рано или поздно все автократы, на чьи страны наложили санкции, додумываются, что санкции им на пользу. Вообще философия иранской экономики сопротивления в целом близка к российским идеям импортозамещения. Это поддержка отечественного производителя, использование внутренних ресурсов и снижение зависимости от иностранных государств. Звучит, конечно, отлично, вот только не работает. Давайте теперь посмотрим, что санкции сделали с экономикой и насколько усилия иранского правительства помогли стране справиться с их последствиями. Иран – третья страна в мире по величине запасов нефти. До введения санкций экспорт нефти приносил до 60% поступлений в бюджет страны. Так что неудивительно, что главной целью санкций стал именно нефтяной экспорт. Причем ограничения касались не только торговли, но и инвестиций. Конечно, никакие санкции не способны полностью остановить торговлю, и у Ирана были и остаются варианты. Например, продавать энергоресурсы Китаю и Индии. Пусть с огромными скидками, но продавать. Ну и не стоит сбрасывать со счетов контрабанду.
Но ни маловыгодная торговля, ни использование крысиных троп не могут полностью нивелировать эффект от санкций. С 2006 по 2021 год нефтяной экспорт Ирана упал более чем вчетверо. А если посмотреть на график изменения объема экспорта, то отчетливо прослеживаются периоды, когда санкции усиливались, а когда ослаблялись. Для нефтяной отрасли это не просто проблема, но буквально вопрос выживания. Временами в Иране наступает момент, когда добытую нефть некуда девать. Переполняются не только хранилища, но и все доступные танкеры, которые просто стоят на приколе. Добыча нефти – процесс непрерывный. Если его остановить, законсервировать скважину, то потом возобновить процесс крайне сложно, а иногда невозможно. При этом из-за недостатка инвестиций в нефтяную отрасль Иран не может использовать периоды смягчения санкций в полной мере и достаточно быстро наращивать добычу. Скачки и падение экспорта делают национальную валюту очень волатильной. Когда в 2018 году Трамп объявил о выходе из соглашения по ядерной сделке, то есть вернул все приостановленные санкции, экспорт нефти очень быстро рухнул почти на четверть. Вслед за ним буквально за несколько месяцев на 70% упал курс реала, а продукты, несмотря на все усилия производить все необходимое внутри страны, подорожали в 1,5 раза. Вообще, за последние десятилетия инфляция в Иране в лучшие годы была просто высокой, около 10%, а в плохие годы подходила к 50% в год. В стране ходят купюры номиналом от 100 до 2 миллионов реалов. Миллион реалов по официальному курсу стоит чуть меньше $24, а по рыночному вообще $2. Особенную проблему составляет то, что рост цен сопровождается стагнацией экономики. Такой процесс экономисты называют стагфляцией. И в самом деле ВВП Ирана в расчете на душу населения падает. За 8 лет, с 2012 по 2020 год, он упал более чем втрое. С почти $8000 до $2400. Среднегодовой рост ВВП за эти годы чуть больше 0,5%. А если бы не ослабление санкций в середине десятых, его бы вовсе бы не было. Был бы отрицательный рост на процент или около того каждый год. Это не значит, что в Иране невозможно жить или что его экономика когда-нибудь остановится. Стране удалось сохранить рыночную экономику и худо-бедно приспособиться. Это всего лишь значит, что вся страна развивается хуже, и граждане живут значительно беднее, чем могли бы. Например, у Ирана своя автомобильная отрасль, и в ближайшее время даже планируются поставки в Россию иранских автомобилей. Первый в продажу поступит кросс-хэтчбэк Saipa Quick по цене около 1,5 миллиона рублей. Машина как машина, просто технологически это Ford Festiva образца 1986 года, устаревший на десятки лет раньше, чем сошел с конвейера. В других отраслях примерно то же самое. Старые технологии, копии известных брендов и минимум рассвития. Разумеется, в Иране не работают Visa и MasterCard, а внутренние карты Ирана не принимают нигде в мире. При финансовых бизнес-операциях деньги проходят через несколько стран-посредников. Вместо SWIFT часто используют средневековую систему взаиморасчетов Хавала, которая основывается на личных связях, а еще никак не контролируется государством. Внутри страны для расчетов с Китаем, Индией и Ближним Востоком иранские банки используют внутреннюю систему SEPAM, а иногда случается и так, что миллиардные сделки закрываются наличными. Отдельная история — иранский интернет. Уже много лет в Иране заблокированы привычные всем нам сервисы — YouTube, Facebook, Booking. Но взамен работают Аппарат, Клуб и Кафе-базар. Граждане массово пользуются VPN и приспосабливаются. А вот Инстаграм внезапно не запрещен и пользуется огромной популярностью. Недавно Всемирный банк опубликовал результаты исследования уровня бедности в Иране. По состоянию на 2020 год за чертой бедности жили 28% граждан. Еще 40% приближались к тому, чтобы пересечь эту черту. Больше 10 миллионов граждан работают без официального трудоустройства, и в этом случае их заработок может составлять всего $40 в месяц по рыночному курсу. В 2018 году, после возобновления санкций, в стране начался кризис поставки медикаментов. Сами по себе санкции не препятствовали закупке лекарств, но финансовая система не смогла справиться с платежами. Речь не только о банальных средствах для лечения простуды, хотя их нехватка тоже совершенно ненормальна. Недоступны стали даже лекарства от эпилепсии или препараты для химиотерапии. Разумеется, все это приводит к тому, что граждане уезжают из страны. Иран – один из мировых лидеров по утечке мозгов. Это настолько динамичный процесс, что число людей с высшим образованием за считанные годы снижается на целые проценты. Потому что из автократичных и, тем более, тоталитарных государств с неустойчивыми экономиками всегда уезжают те, кто не согласен подстраиваться под режим. По странному совпадению, среди них часто оказываются самые образованные, предприимчивые и ценные для экономики граждане.
Конечно, санкции не единственная причина кризисного положения Ирана в последние годы. В иранском обществе все больше противоречий, и они все чаще приводят к протестам. В 22 и 23 годах стал очевиден раскол между поколениями. В Иране очень много молодежи, и она совсем не так консервативна и религиозна, как элиты, которые держат власть. Молодые люди давно живут в глобальном мире, они плохо вписываются в предложенную им реальность, копирующую Средневековье. У них другие идеалы и другие кумиры. Пожилые руководители Ирана не идут ни на какие компромиссы. Им хочется остановить время, чтобы все было как в их революционной молодости. И по шариату, конечно. Они до сих пор называют свое правительство революционным и делают вид, что их цель не только возврат к традициям, но и социальная справедливость, нарушенная при шахе. Между тем в обществе копится разочарование. 45 лет назад исламская революция дала гражданам надежду, что новое правительство будет более справедливым, покончит с бедностью, уменьшит проблему социального неравенства. Сейчас уже понятно, что теократический режим не решил даже старых проблем, а во всех трудностях по-прежнему винит американцев. Режим пускает на ветер огромные ресурсы, которые могли бы служить обществу ради удовлетворения геополитических амбиций. И провоцирует санкции волну за волной. Пока это будет продолжаться, экономическое благополучие для Ирана так и останется недостижимым. Какие выводы можно сделать из всей этой истории для нас? Об этом можно было бы записать целый отдельный ролик. Но что главное, не стоит конфликтовать с миром, не стоит конфликтовать с развитыми странами и построить у себя в стране какой-то уникальный режим, основывающийся на средневековых практиках. Из этого никогда ничего хорошего не получается. До завтра. Приглашаем вас на спектакль Максима Каца. Поговорим об истории России, о том, как она развивалась и в какую точку пришла сейчас. Кроме того, вместе с вами запишем ролик для канала на завтра, а в третьей части Максим ответит на вопросы из зала. Билеты на сайте maximkatz.com. До встречи в вашем городе!